Привет, друзья! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Новый сезон – отличный повод изучить фэшн-хроники с недели моды в Милане, Париже, Лондоне или Нью-Йорке. И, наконец-то, подробно и основательно разобраться с трендами весна-лето 2026. Пусть не в каком-то глобальном масштабе, но хотя бы с деталями. Модную палитру оттенков мы с вами, друзья, изучили чуть ранее, и видеообзор уже есть на моем канале. А теперь давайте поговорим о модной обуви. Благодаря огромному количеству дебютных показов свежеиспеченных креативных директоров на подиумах оказались самые разные модели. От сдержанных лодочек Кристиан Диор до мягких бареток на низком ходу марки Селин. Говорят, встречают по одежке. Я бы уточнила – нет, по обуви. Именно она зачастую определяет стиль и характер образа. А сколько же времени мы порой тратим в поисках нужной и, безусловно, комфортной пары. Да чтобы еще красиво и модно. Я думаю, это многим из вас знакомо. Чтобы далее нам было проще ориентироваться в новинках, мы прямо сейчас рассмотрим несколько топовых вариантов с учетом актуальных обувных тенденций весенне-летнего сезона. Мою версию трендов, дорогие зрители, вы всегда можете дополнить, оставив комментарий под видео. Скажу огромнейшее спасибо всем за поддержку канала, за поставленный лайк и подписку. А мы начинаем. Первыми в списке желанных аксессуаров расположились модные двухцветные туфли. После этой фразы, я думаю, многие из вас подумали о моделях под маркой Chanel. Так и есть. Это светлые лодочки и туфли-стинбеки с черным мысом. Они давно перешли в разряд безупречного стиля. По ним безошибочно узнают именитый французский бренд. И в 2026-м они снова в центре внимания. А с легкой подачей Матьё Блази теперь еще в новом, свежем, современном прочтении. Тренд на двухцветную обувь подхватили и другие дизайнеры. Например, Джонатан Андерсон в коллекции для дома Dior делает ставку на тупоносые лоферы в черно-белой гамме. В линейке Ferragamo есть своя интересная трактовка. Хотелось бы уточнить, что помимо белого и черного цвета актуальны для сезона 2026 также тонкие сочетания иных оттенков, что мы увидели и в гардеробе Chanel, и в весенне-летних коллекциях Tod's, Jason Wu, Givenchy, Fendi. В качестве следующей модной тенденции я отмечу кожаные туфли с лакированным блеском. Кожа – материал, который уже давно как-то неловко называть трендом. Однако этой весной она еще раз доказала свое превосходство на модной арене благодаря разнообразию фактур. Поэтому, если классические матовые лодочки, возможно, вам надоели, всегда можно переключиться на что-то более акцентное. Например, на стильные кожаные слинбеки от Saint Laurent с глянцевым финишем, которые добавят шарма в любой аутфит. Кому столь заметный блеск ни к чему, можно присмотреться к новомодной версии туфли-перчатки. Такая обувь сидит по ноге плотно, мягко повторяя контуры стопы. Туфли буквально обнимают ногу, не нарушая чистоты линий. В дебютной коллекции для Chanel Матьё Блази представил модель со встроенной резинкой, которая отвечает за идеальную посадку. А вот Стелла Маккартни решила продолжить диалог с прошлым сезоном, предложив на подиуме яркие полупрозрачные версии. Деловая обувь. В данном случае это Оксфорды, Дерби, Монки и подобные им всевозможные модели на низком ходу со шнуровкой и без. В этом сезоне они заявляют о себе более громко. С уверенностью можно сказать, тренд долгоиграющий. Отличная замена и любым классическим версиям в офис, и более привычным нам кедам на каждый день. Даже если деловые туфли вам кажутся совершенно не женственными, то у дизайнеров есть один хороший совет – носите строгую обувь без лишней серьезности. Как вариант, берем во внимание новый модный гибрид лоферы мюли, в котором передняя часть полностью принадлежит обуви в мужском стиле, а задняя вовсе отсутствует, придавая паре больше расслабленности и свободы. Привычные лоферы, но без пятки, появились на шоу у бренда Селин, Bottega Veneta, Виктория Бекхэм, Tod's, Calvin Klein. Форма мыса на ваш вкус. В коллекциях на весну есть обувь и с квадратным носом, и с более острым, и с мягким округлым. Сегодня дизайнеры позволили себе больший креатив и добавили в тренды даже опцию с, так сказать, безуминкой. В линейке дома моды Loewe это, к примеру, ярко-красные и насыщенно-синие туфли с подвесками, похожими на макаронину-спиральку. Джонатан Андерсон предложил поклонникам бренда Dior хоть и более сдержанную черно-белую версию лоферов,
зато украшенную золотой пряжкой, сходной с винтажной рамой для зеркала. А также не упустил возможность блеснуть логотипом. Прозрачная обувь. Да, в фаворитах снова та самая, которую лучше в жару не носить. Тренд на желейную обувь официально продлевается именитыми брендами на новый сезон. Обувь из прозрачного акрила нынче главный камбэк. Дизайнеры с завидным постоянством продолжают старательно создавать иллюзию голых ног. С их подачи самые модные желейные туфли теперь на каблуке. Так что больше напоминают не советские мыльницы, а туфельки-золушки. Единственный совет, если желаете избежать парникового эффекта, выбирайте в качестве модной пары все же достаточно открытые летние модели. Или решаем проблему цветными носками, как сделал креативный дуэт бренда Loewe. В этом случае не только ножкам будет более комфортно, но и можно поддержать тренд на color block или просто менять цвет носков от настроения. А иногда при желании продемонстрировать окружающим яркий педикюр. К общей тенденции на прозрачность присоединилась и сетка. Довольно частая спутница обуви на теплый сезон. Обновленные версии тренда стоит поискать в коллекциях Альтузара, Жакмю, Валентина, Стелла Маккартни. Шнуруем, плетем, завязываем в узлы и банты. Так и озвучу вкратце данное модное направление. Наличие всевозможных завязок сегодня становится одним из определяющих обувных трендов. Ведь смотрится в образе даже очень эффектно. В линейке дома моды Givenchy вы найдете мюли с роскошным бантом. В коллекции Bottega Veneta туфли Свинбеки сменили тонкий ремешок на кожаные ленты, плотно скрепленные узлом. У Dries Van Noten предложили модель с изящным шнурком вокруг щиколотки. Шнуровали обувь и на весенне-летнем показе Уlla Джонсон. Лично мне идея дизайнера как-то видоизменить балетки не очень понравилась. А вот замшевые туфли смотрятся великолепно, задавая тон всему модному образу. Мода и спорт. Похоже, этот союз с нами тоже надолго. В мире фэшн-искусства единогласно приняли всеобщую любовь к расслабленному, комфортному стилю и не упустили возможность в очередной раз напомнить, что без спортивной обуви теперь никуда. Бренды массово возвращают на подиум кроссовки. Только теперь не гибриды с массивной подошвой и броскими по цвету лентами, а что-то из серии Slim Fit. Легкие, почти невесомые. Идеальная модель для минималистов. Сдержанная, функциональная, универсальная. Их эстетика в тонкой подошве, лаконичном крое, аккуратной шнуровке. Материалы говорят сами за себя. Кожа, замша или атлас. И ничего лишнего. Цветовая палитра работает по тому же принципу. Нейтральные тона отвечают за базу, насыщенные помогут добавить акцента. Они одинаково органично смотрятся и с прямыми брюками, и с юбками в длине миди, с легкими платьями, с короткими шортами либо с бермудами. И, конечно, никто не запретит вам миксовать их с денимом или с трикотажными сетами. Хит прошедшего лета микс босоножек со сланцами плавно переносится в предстоящий теплый сезон. Подобную модель можно увидеть в коллекциях Givenchy и Max Mara, где обувь выделяется заметной деталью, которая так характерна для шлепок. И да, в топе по-прежнему вьетнамки. Хитом номер один имеют все шансы стать высокие бархатные флип-флопы из дебютной линейки Balenciaga от Пьер Паоло Пиччоли. Причем дизайнер настоятельно рекомендует украшать обнаженные пальцы ног кольцами. У Bottega Veneta решили обыграть модель плетением. У бренда Chloé пляжные шлепки превратились в мюли на каблуке с интересным, будто защитным бортиком. В линейке Rabanne вьетнамки выделяются объемными формами. У Tod's и Calvin Klein остановились на классическом исполнении. А этот тренд, я думаю, вы назовете далеко не самым оригинальным. 3D-цветы на обуви. Пышные соцветия, которые распускаются прямо на носке модной пары, как в романтических образах Giambattista Valli или в стильных луках от Givenchy. Выбирать можно абсолютно из любых букетов. Кто-то предпочтет мюли с роскошным бутоном в приятном сиренево-мятном тоне под маркой Dior, кому-то ближе модели с букетом розовых бутонов, иные же остановятся на балетках с мелкими полевыми цветами. Многим из вас, друзья, наверняка знакома фраза удивительной женщины, культовой киноактрисы Мэрилин Монро. Дайте девушке правильные туфли, и она сможет покорить весь мир. Как же точно и верно сказано. Да, у нас разные вкусы, разный ритм жизни, задачи.
И пытаясь угнаться за трендами, особенно теми, что стремительно в соцсетях набирают очки популярности, мы, возможно, далеко не всегда выбираем ту самую правильную обувь. Однако дизайнеры все же очень старались уловить наши потребности и подкинуть для модного гардероба хотя бы пару-тройку достойных стильных идей, чтобы, конечно же, было не только эффектно, красиво, но еще и удобно. На этом заключительном моменте я бы хотела, мои дорогие зрители, услышать в комментариях к видео ответ на вопрос: какие из представленных обувных трендов вам нравятся, и вы прямо сейчас готовы отправиться за обновкой? А какая обувь явно не для вас? Спасибо большое, друзья, за просмотр. Надеюсь, у каждой из нас обязательно найдется повод купить еще одну пару туфель. Просто так, для души. И, конечно же, для позитивного, солнечного настроения.